Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 10 тайн мира, которые неизвестны многим. Из этого видео вы узнаете следующее. Тот, кто может остановить реку. Легендарный африканский монстр Мокелембемби. Существует ли он на самом деле? Что случилось в 1975 году в маленьком пуэрториканском городке Мока, когда на фермах находили обескровленных животных? Чудовища Антарктиды. Странные происшествия во время экспедиций. Какие угрозы для человека сокрыты в царстве вечного холода? На горе Арарат найдены следы морской воды, глины и останки морских организмов. Мог ли всемирный потоп случиться на самом деле? Самый загадочный народ Сибири. Кто они такие и почему внезапно решили переселиться на крайний север? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. В этом видео мы хотим рассказать о 10 тайнах мира, которые неизвестны многим. 1. Мокелембемби. Существует ли на самом деле африканский монстр? Мокелембемби так назвали легендарное существо, нашедшее свое пристанище в бассейне реки Конго и озере Тели, то есть на территории Центральной Африки. В переводе с языка лингала это наименование означает «тот, кто может остановить реку». Еще один вариант перевода предложил американский миссионер Пол Оллен. Он десятки лет провел среди аборигенов в Африке. Название чудовища также можно перевести как «радуга», «таинство», «мистерия». За столетия накопилось множество описаний загадочного существа. Они встречаются в фольклоре и преданиях народа Конго. Несмотря на некоторые отличия, обычно они сходятся в том, что у монстра маленькая голова, но длинные шея и хвост. Некоторые описания напоминают существо, похожее на вымершего зауропода, четвероногого растительноядного динозавра. В других случаях оно больше похоже на слона или носорога. А жители деревни Боха вообще считают его не материальным существом, а духом. Причем жить Мокелембемби предпочитает в пещерах и любит есть определенный тип лианы. Но он очень недоволен, когда к нему приближаются люди, даже несмотря на свою вегетарианскую диету. В одной легенде упоминается о том, что у существа есть один единственный рог. С помощью него оно защищает свое личное пространство, независимо от того, кто к нему приближается, слон или другое живое существо. Первое упоминание, записанное европейцами, относится к 1776 году. Мокелембемби описал французский миссионер аббат Ливен Бонавентура. Он путешествовал по реке Конго и заметил крупные следы. Свои замечания об африканской флоре и фауне он записывал в книгу. Однако самого чудовища он не увидел. На какое-то время о Мокелембемби забыли, пока в начале 20 века, в 1909 году, не появился рассказ некоего лейтенанта Пола Граца. Он поведал о легендах жителей бассейна реки Конго, которые рассказали ему о загадочном существе Нсанга. Его описания оказались чрезвычайно важны. По версии жителей, оно обитало в районе озера Бангвиулу. Пол Грац впервые описал его как динозавра. С тех пор версия о том, что Мокелембемби динозавр, стала широко популярна. В это же время в своей автобиографической книге «Немецкий охотник» на крупных животных Карл Хагенбек рассказал о том, что хоть он и не видел животное, но слышал про него. Аборигены описывали его как полуслона, полудракона, живущего в болотистых низинах Родезии. Хагенбек писал: «Я уверен, что некоторые рептилии должны существовать. За огромные деньги я снарядил экспедицию, но, к сожалению, мы вернулись с пустыми руками». Он, конечно, был не последним искателем приключений, который стремился найти Мокелембемби.
К настоящему моменту их уже более 50. Но пока ничего, кроме нечетких снимков, отпечатков и устных сообщений очевидцев обнаружить не удалось. Правда, нашли одного миссионера, которому местные жители рассказали о том, что был такой динозавр, но уже прошло 50 лет с тех пор, как они убили и съели его. Случилось это примерно в 1960-е годы, но европейцы им не поверили. Историки считают, что если Мокеле Мбембе действительно существует и если он сохранившийся доисторический динозавр, то почему он один? Или их несколько? Если сохранилась популяция, сумевшая выжить на протяжении последних 65 миллионов лет, то должны быть представители нескольких поколений. Кроме того, любое живое существо оставляет после себя признаки жизнедеятельности, как минимум останки и прочее. Если бы они существовали, то исследователи давно нашли бы их. Зоологи также сомневаются в существовании динозавра. Они утверждают, что если какой-нибудь неведомый науке вид животных существует, то его обычно находят после 3-5 экспедиций, но если так ничего и не было обнаружено после 50, то скорее всего следующая экспедиция – это просто прекрасный повод съездить на африканское сафари за счет спонсора. Последними стойкими приверженцами существования Мокеле Мбембе являются креационисты. Если этот динозавр будет найден, то это станет буквальным доказательством библейского описания творения. Никакой эволюции, все виды существуют, живут и размножаются одновременно, они переходят из одного в другой. Скорее всего, поиски неуловимого динозавра продолжатся. Может быть, нас действительно ждут великие открытия неведомого. 2. Правда о легендарном чудовище-вампире Чупакабре. Рассказы о Чупакабре, козьем вампире, пришли к нам из Пуэрто-Рико. Следы деятельности кровожадного ночного хищника наблюдали многие, но самого зверя так ни разу и не засекли, поэтому в итоге монстра стали считать обычной городской легендой. Но есть люди, которые верят в его существование, и они выдвигают множество интересных теорий о том, почему это существо до сих пор не обнаружено. Вампир из Моки. Легенда о Чупакабре родилась в 1975 году в маленьком пуэрториканском городке Мока. Основанием для этого послужило странное происшествие. На фермах внезапно начали умирать животные. Но умирали они явно не своей смертью, кто-то высасывал у них всю кровь. На этот счет существовали разные предположения и о животном-вампире, и о некоем сатанистском культе, члены которого приносят в жертву животных. И все это время загадочные убийства продолжались. Десятки фермеров заявили о том, что кто-то убил их животных, выпив у них всю кровь. Самым странным случаем было, когда нашли мертвую корову, на шкуре которой было множество глубоких царапин и специфические отверстия, похожие на прокусы. Как выглядит Чупакабра? Чаще всего говорят, что внешне Чупакабра похожа на рептилию с зеленой или серой чешуйчатой кожей и шипами на спине. Это довольно крупное существо, примерно метр в длину. Его движения похожи на прыжки кенгуру. Но некоторые полагают, что Чупакабра выглядит иначе, как дикая лысая собака с большими глазами и заметным спинным хребтом. У этой собаки жуткие клыки и огромные когти, поэтому она очень опасна для мирных животных. Монстр предположительно прокусывает шею жертвы клыками, делая 3 отверстия. Первый очевидец. Первым человеком, заявившим о том, что видел Чупакабру во плоти, была Мэдалин Толентино, домохозяйка из пуэрториканской деревушки Канаванос. Летом 1995 года она рассказала об этом в местных новостях. По ее словам, монстр, примерно метровой высоты, стоял на 2 задних лапах. 2 передние лапы были тоньше, и на каждой из них она заметила по 3 пальца. Глаза существа были огромными и очень страшными. У монстра не было ушей и гениталий, а также носа, хотя на морде было отверстие для него. Спину этого жуткого создания украшали необычные перистые шипы. При этом Толентино заявила, что видела монстра в течение всего секунды или 2, поэтому столь детальное описание его внешности выглядит довольно странно. Чупакабры – это наши потомки из будущего.
Одна из самых причудливых теорий о чупакабрах говорит о том, что они приходят из будущего. Согласно этой теории, странные существа на самом деле то, во что превратятся люди в далеком будущем, и они приходят к нам, чтобы предупредить о грозящей человечеству опасности. Сторонники этой небезынтересной теории уверяют, что чупакабры хотят каким-то образом предотвратить химическую катастрофу, которая должна произойти в будущем. Из-за нее наши потомки якобы и превратятся в таких монструозных кровопийц. Конечно, чтобы эта теория работала, для начала нужно поверить в путешествие во времени. Правительство в курсе, но скрывает. Ну и как же без теории заговора? Некоторые люди полагают, что тут не обошлось без правительства. То есть будто бы и правительство, и средства массовой информации знают правду о чупакабрах, но скрывают ее от людей, чтобы их не пугать. Несмотря на то, что звучит это обвинение смехотворно, президент Комитета по сельскому хозяйству Пуэрто-Рико Хуан Лопес провел официальное расследование по поводу слухов о чупакабре. В Канаванос отправили группу журналистов, которая в своем отчете высмеяла мэра этого местечка и предполагаемую очевидицу. И все равно ходят слухи о том, что правительство Пуэрто-Рико успешно поймало и скрыло от общественности 2 чупакабр, на которых теперь проводят эксперименты. Чупакабра – результат генетического скрещивания. Иногда говорят, что чупакабра – не что иное, как результат изощренных генетических манипуляций, и за ее появление ответственны ученые. Современная генетика способна творить чудеса, создают же цыплят без перьев, например. Также могла появиться и злобная лысая собака чупакабра. Почему бы и нет? Это секретное оружие. Но из идеи о том, что правительство все знает и скрывает, логически следует идея о том, что чупакабра – изначально правительственный эксперимент. Скажем, секретное оружие, которое планируется запускать в большом количестве на территорию врага, чтобы уничтожить его продовольственные запасы или просто нагнать страху. Те, кто верит в эту удивительную теорию, говорят, что правительство прячет тысячи чупакабр и может использовать их в случае необходимости. А некоторых выпустили для тестирования их способностей, мало ли, вдруг неэффективно и нужно слегка их доработать. Чупакабры – это пришельцы. Пришельцев вообще принято винить во всех бедах и во всех загадочных событиях, и история с чупакаброй не исключение. Многие действительно верят в то, что эти козьи вампиры просто-напросто прилетели с другой планеты. Не обходится и без очевидцев, утверждающих, что видели овальные и треугольные НЛО в тех районах, где потом нашли убитых животных. Говорят, что именно в ноябре 1995 года на город Баракитас в центре Пуэрто-Рико опустился светящийся диск. Электронное оборудование местной радиостанции дало сбой, а один старый прибор, который давно не использовали, вдруг включился сам по себе, хотя даже не был подключен к электропитанию. Да, сторонников у любой теории, связанной с НЛО, всегда много. Больные койоты. За эти годы мертвых чупакабр находили якобы не один раз. Но каждый раз специалисты, тщательно изучив находку, заявляли, что к чупакабре это не имеет никакого отношения. Например, это могли быть тела койотов, умерших от обезобразившего их кожного заболевания вроде чесотки. Тогда животное теряет шерсть, да и шкура высыхает. Многие ученые утверждают, что именно здесь и кроется разгадка феномена чупакабры. Это всего лишь больные и уродливые койоты. Чупакабры – это домашние питомцы инопланетян. Вы думали, что про инопланетян уже все? Как бы не так. Мы ж не можем обойти вниманием теорию о том, что чупакабры – это домашние питомцы пришельцев, которые случайно заблудились и потерялись на чужой для них планете и теперь не могут вернуться домой. А почему не сами пришельцы, а именно их домашние животные, спросите вы? Да потому что чупакабры, судя по их поведению, не отличаются особым интеллектом и вряд ли способны управлять сложными летательными аппаратами, передвигающимися на сверхсветовых скоростях. К тому же чупакабры убивают животных. А разве прилетели бы инопланетяне на Землю лишь ради того, чтобы добыть себе пропитание? Скорее всего, нет.
Кстати, есть еще одно ответвление от этой теории. Это идея о том, что чупакабры не потерялись, а были оставлены пришельцами, намеренно для выполнения некой миссии. Чупакабру можно призвать с помощью адского ритуала. Писатель Ник Редферн полагает, что чупакабра – это некое сверхъестественное существо. Когда Редферн путешествовал по Пуэрто-Рико, местные жители рассказали ему о легендарном монстре, пришедшем из другого мира. Чтобы увидеть чупакабру, необходимо провести странный обряд под покровом ночи и с приношением в жертву коз и кур. Тогда чупакабра вас услышит и придет. Но фишка в том, что не так трудно его призвать, как от него потом избавиться и сделать так, чтобы он ушел обратно в свое измерение. Найдены останки чупакабры. В 2016 году прошел слух о том, что в Карпатах на территории Украины найдены останки монстра, предположительно чупакабры. У мертвого животного насчитали какое-то неимоверное количество зубов, они росли чуть ли не в 3 или 4 ряда. Человек, сделавший эту находку, не мог понять, что за страшилище он отыскал, оно было ни на что не похоже. Подобные находки имели место и в других частях света, но чаще всего при ближайшем рассмотрении выяснялось, что эти необычные животные – результат межвидового скрещивания, не более того. Например, собаки с волком или койотом и тому подобное. Чупакабра парализует животных взглядом. Из веры в сверхъестественное происхождение чупакабры вытекает и вера в то, что это существо обладает поразительными способностями, например, оно может парализовать жертву взглядом своих больших красных глаз. Стоит лишь взглянуть в них, и ты теряешь волю и способность двигаться. К счастью, распространяется это лишь на животных, а люди вроде бы чупакабриному гипнозу не подвержены. Хотя кто знает, если вы вдруг наткнетесь на чупакабру, нужно эту гадину ослепить ярким светом, говорят, она его боится. Летучие мыши-вампиры. Существует также теория о том, что убитые чупакабрами сельскохозяйственные животные действительно стали жертвами вампиров, но других. А именно, вампировых летучих мышей, которых очень много в пострадавших районах Пуэрто-Рико. У мышей-вампиров острые клыки и большие глаза, чем вам не чупакабры. И хотя обычно летучие мыши не отличаются крупными размерами, иногда случаются аномалии. Так что такой вариант вполне возможен. Тем более, что летучие мыши-вампиры прекрасно умеют прокусывать шкуру животных и пить их кровь. Распространение чупакабромании. Все началось в Пуэрто-Рико, и именно там были убиты первые животные. Однако со временем миф о чупакабре распространился и на другие страны. Сначала истории об ужасном кровопийце появились в Мексике и Сальвадоре, затем в Бразилии и Чили, а потом в Аргентине, Боливии, США, и пошло-поехало. Что интересно, выглядит картина преступления всегда одинаково, животных просто находят мертвыми, и у них выпита вся кровь. И никаких следов загадочного убийцы. 3. Гомункулы. Существовали ли маленькие человечки древней алхимии? Практика алхимии восходит к древним временам, но само слово восходит только к началу 17 века. Оно происходит от арабского слова «кимия» и более ранней персидской фразы «алькимия», что означает искусство превращения металлов, другими словами, превращение одного металла в другой. В алхимическом мышлении металлы были совершенными архетипами, представляющими фундаментальные свойства всей материи. Они также были полезны, алхимики могли превращать неблагородные металлы, такие как железо или свинец, в золото, серебро или медь, смешивая их с другими веществами и нагревая на огне. Алхимики считали, что эти процессы раскрывают кое-что о природе материи. Считалось, что свинец – это тусклая версия Сатурна, железо – Марс, медь – Венера и так далее. Поиски так называемого эликсира жизни продолжаются и сегодня, среди биологов и биотехнологов, пытающихся понять, как стареют клетки и организмы. Жил-был средневековый алхимик по имени Парацельс, который считал, что можно создать искусственно созданное разумное животное или человека, которого он назвал гомункулом. Согласно Парацельсу, гомункул имеет все конечности и черты ребенка, рожденного женщиной,
за исключением гораздо меньшего размера. Алхимия практиковалась несколькими цивилизациями древней эпохи, от Китая до Древней Греции, мигрировавшими в Египет в эллинистический период. Позже, примерно в середине XII века, он был возвращен в Европу благодаря латинским переводам арабских текстов. В алхимии есть несколько основных целей. Одна из них – это превращение низших металлов в золото. Другая – чтобы получить эликсир долгой жизни, лекарство, которое излечило бы все болезни, даже самые худшие из всех – смерть, и дало бы долгую жизнь тем, кто его проглотил. Обе цели могут быть достигнуты путем получения философского камня, мистического вещества. Третьей целью было создание искусственной человеческой жизни, гомункула. Есть исследователи, которые отождествляют эликсир долгой жизни с веществом, вырабатываемым самим человеческим организмом. Источником этого неизвестного вещества под названием адренохром являются адреналиновые железы из живого человеческого организма. Есть упоминание об этом загадочном веществе и в традиции тайцзи-цюань. Термин «гомункулус» впервые появляется в алхимических трудах, приписываемых Парацельсу, швейцарско-немецкому врачу и философу, революционеру своего времени. В своей работе «De Natura Rerum» 1537 год, описывая свой метод создания гомункула, он писал: «Пусть семя мужчины разлагается само по себе в запечатанном тыквенном сосуде с высшим разложением вентер эквинус, конский навоз, в течение 40 дней или до тех пор, пока оно наконец не начнет жить, двигаться и волноваться, что можно легко увидеть. Если теперь, после этого, его каждый день питать и питать осторожно, и предусмотрительно он становится отныне истинным и живым младенцем, имеющим все члены ребенка, рожденного от женщины, но гораздо меньше». До наших дней дошли даже остатки средневековой письменности, содержащие ингредиенты для создания гомункула, и это довольно странно. Есть и другие способы создания гомункула, но ни один из них не является таким запутанным или грубым, как этот. Погружаясь глубже в мистику, формирование этих монстров становится гораздо более эзотерическим и загадочным, до такой степени, что только посвященные действительно понимают то, что говорится. После времен Парацельса гомункулы продолжали появляться в алхимических сочинениях. Химический брак Кристиана Розенкрейца, 1616 год, например, завершается созданием мужской и женской формы, известной как пара гомункулов. Аллегорический текст подсказывает читателю, что конечной целью алхимии является не хризопа, а искусственное создание человеческих форм. Считается, что в 1775 году граф Иоганн Фердинанд фон Куфштейн вместе с аббатом Гелони, итальянским священнослужителем, создал 10 гомункулов, способных предвидеть будущее, которых фон Куфштейн держал в стеклянных контейнерах в своей масонской ложе в Вене. Гомункулы очень полезные слуги, способные не только на физическое насилие, но и на многие магические способности. В большинстве случаев гомункулы очень верные слуги, даже убивающие по команде, если так приказал алхимик. Но есть много рассказов об алхимиках, которые безрассудно обращались со своими творениями, вплоть до того, что гомункул в самый подходящий момент нападал на своего хозяина, убивая его или принося большую трагедию в его жизнь. Сегодня никто точно не знает, существовал ли когда-либо гомункул. Некоторые считают, что они были созданы волшебником или колдуном, в то время как другие утверждают, что они были результатом неудачного эксперимента сумасшедшего ученого. За прошедшие годы было много наблюдений за гомункулами, даже в наши дни. Некоторые говорят, что они похожи на миниатюрных людей, а другие описывают их как животных или даже монстров. Говорят, что они очень быстрые и проворные, и могут с легкостью карабкаться по стенам и потолку. Говорят, что гомункулы очень умны и способны общаться с человеком. Также говорят, что они очень озорные и любят подшучивать над людьми. В конце истории нет никакого способа узнать наверняка, существуют ли гомункулы. Его существование до сих пор остается загадкой. Однако идея искусственного создания человека веками очаровывала людей
и даже вдохновляло некоторых ученых на попытки создания такого существа. Итак, независимо от того, существует ли гомункул на самом деле, идея определенно интересна, и вполне возможно, что такое существо может существовать где-то в мире. И истории и наблюдения за ними на протяжении многих лет, в конце концов, могут быть реальными. 4. Наскальные рисунки возрастом 12 тысяч лет озадачили исследователей, намекая на исчезнувшую цивилизацию. В регионе Конкан на западе Махараштры, расположенном на западе Индии, есть 5 деревень, которые всегда знали о таинственных рисунках, окружающих их. Вскоре древние пиктограммы попали в поле зрения археологов. Проявив любопытство, они продолжили исследование близлежащих деревень. Результат поразил всех. Здесь были обнаружены тысячи наскальных рисунков, также известных как петроглифы, относящихся к доисторической эпохе. Большинство из них были забыты на тысячелетия, так как были погребены под землей. Захватывающие дух произведения искусства изображали разнообразные сюжеты, такие как птицы, животные, люди, морские обитатели, а также уникальные геометрические узоры. Пиктограммы – это единственные сохранившиеся фрагменты древней исчезнувшей цивилизации, о существовании которой никто не знал. Поэтому они являются единственным источником информации для археологов, желающих узнать больше об этой загадочной культуре. Поскольку в то время они рисовали почти на каждом холме, археологам удалось установить, что цивилизация существовала примерно в 10-тысячном году до нашей эры. Скудость рисунков, изображающих земледелие, и обилие картин с охотничьими животными создают впечатление, что эти люди были охотниками и собирателями, мало интересующимися сельским хозяйством. «Мы не нашли никаких изображений сельскохозяйственной деятельности», сказал в интервью BBC Теджес Гардж, директор археологического департамента штата Махараштра. Но на изображениях есть охота на животных и детализация форм животных. Значит, этот человек знал о животных и морских обитателях. Это указывает на то, что его пропитание зависело от охоты. Вокруг этих художников, которые вырезали таких животных, как бегемот и носорог, была загадка. Ни один из этих видов никогда не существовал в том регионе. Тот факт, что древняя цивилизация знала о них, служит доказательством того, что люди пришли из другого региона, или что в Западной Индии когда-то водились носороги и бегемоты. 5. Чудовище Антарктиды. Загадочная Антарктида – это не только милые пингвины, но и самые опасные твари на Земле. Эти существа не изучены и не имеют официального подтверждения, но опыт антарктических экспедиций показал, что они представляют непосредственную угрозу для человека. На просторах интернета все чаще ходят слухи о крионах. Эта информация вовсе не похожа на ложь, поскольку люди из разных стран говорят одну и ту же информацию. Крионов открыл исследователь Айзек Горвиц. Он столкнулся с этим существом еще в далеком 1960 году в глубине Антарктиды. В ходе этой экспедиции магнитолог Стоппард вышел на улицу и не вернулся. Его следы оборвались около трещины во льду. Стоппард провалился вниз и лежал на дне. Горвиц решил спуститься за ним, но почувствовал внутри сильный холод. На глубине было значительно холоднее, чем на поверхности. Через 100 метров он достиг дна, но тела Стоппарда там уже не было. От него осталась лишь перчатка и несколько пятен крови. Горвиц включил фонарь и нашел следы. Эти следы были похожи на крысиные, но в несколько раз больше. Оказалось, что это еще не дно, следы уводили в какую-то подземную пещеру. Спустившись еще ниже, исследователь увидел светящиеся глаза чудовища. Тело Стоппарда эта тварь держала в своей пасти. Тут же хищник скрылся еще глубже. Поднявшись наверх, Горвиц не стал рассказывать об этом фантастическом случае. Ему была дорога собственная репутация, поэтому ему пришлось соврать о том, что тело Стоппарда упало так глубоко, что его невозможно достать. 6 июля загадочным образом пропали еще 2 полярника. Через 3 дня их обнаружили. На снегу лежали разорванные куски плоти и одежды, залитые кровью.
Изучив останки, исследователи обнаружили, что у трупов практически отсутствовали кости. Того, кто напал на полярников, интересовали именно кости, а не мясо. Через несколько недель Айзек наткнулся в Антарктиде на существо внушительных размеров, которое было похоже на белого снежного человека. Горвиц достал пистолет и выстрелил в него. Существо было ранено и было вынуждено спасаться бегством. Самое интересное, что при ранении существо потеряло несколько капель крови. Эта кровь была похожа на антифриз и имела голубой цвет. Она не замерзала даже при 70 градусах мороза. Позднее Горвиц еще несколько раз встретил следы крионов, но больше ни разу с ними не столкнулся. Ходят слухи, что крионов видели и советские исследователи на станции «Восток». Но на этом странные события не заканчиваются. В конце 1950-х годов полярники отправились со станции Мирной к Южному полюсу. За 3 недели они достигли пункта назначения и разбили лагерь. Коршунову не спалось, он решил выйти из палатки и немного прогуляться. В 300 метрах от лагеря он увидел светящийся шар, который имел диаметр около 15 метров. Этот шар двигался слишком необычно, чтобы посчитать его атмосферным явлением, он подпрыгивал и менял траекторию. Коршунов закричал, и остальные полярники также заметили этот необычный объект. Александр Городецкий схватил фотоаппарат и побежал за неизвестным шаром. Но шар приблизился к Александру, после чего полярник рухнул в снег. Фотоаппарат был сломан, а пленка испорчена. Полярники открыли огонь по шару разрывными пулями, но шар лишь увеличился в размерах и исчез. Когда полярники подбежали к Городецкому, то он был уже мертв. Через 2 дня из-за скалы появились уже 2 таких шара. Вероятно, тот шар позвал подмогу. Полярники снова открыли огонь, но шары не были материальными, пули их не ранили. Такое ощущение, что шары состояли из какой-то плазмы. Коршунов потерял ориентацию в пространстве и почти ничего не видел. Позже он огляделся и увидел 2 своих товарищей мертвыми. Скобелев выжил, но сошел с ума. Чтобы не поднимать панику, об этих случаях решили умолчать. Родственникам полярников сообщили, что они погибли из-за снежной бури. Похожие случаи были замечены не только у советской команды, но и у западных коллег-исследователей. Американцы отправились на Южный полюс, но потеряли 2 вездехода и несколько человек. Оставшиеся в живых по приезду в США были признаны сумасшедшими. Если это правда, то становится понятно, почему в Антарктиду никого не пускают. А если туда едут ученые, то только с военными. Самолетам и спутникам запрещено летать над Антарктидой, поскольку эти плазменные шары могут уничтожить нашу технику. Эта версия идеально ложится на операцию «Высокий прыжок», в ходе которой США были разгромлены какими-то летающими объектами. Мне почему-то кажется, что эти шары дали понять людям, что Антарктида уже занята. 6. Ноев ковчег найден, всемирный потоп действительно был, ученые нашли сенсационные подтверждения библейских текстов. Раскопки на горе Арарат, на месте, к которому пристал Ной, пережидая всемирный потоп, принесли сенсационные результаты. Если коротко, на горе Арарат найдены следы морской воды, глины и останки морских организмов. А это подтверждает библейскую историю о всемирном потопе, которым Бог погубил, погрязшие в грехах человечества, и о ковчеге, который построил праведник Ной, и спася на нем вместе со своей семьей и животными, прихватив каждой твари по паре. Плавали около 200 дней. Пристали к горам Араратским, прожив там год, дожидаясь, пока спадет вода. О находках объявили ученые 3 университетов Турции, которые проводят раскопки на месте так называемой Араратской аномалии. Сведения о том, кто обнаружил аномалию, разнятся. Турки уверяют, что на нее указал в 1959 году эксперт-картограф капитан Дурупинар. ЦРУ, которая обнародовала свои снимки в 1995 году, заявляла, что они были сделаны с самолета-разведчика в 1949 году. Загадочное место много раз фотографировали с орбиты и американцы, и европейцы.
Но даже весьма четкие снимки, сделанные в 2003 году со спутника QuickBird с разрешением до 60 сантиметров, не привели к каким-либо бесспорным выводам. Мнение энтузиастов: Араратская аномалия представляет собой Ноев ковчег, точнее его окаменевшие останки. Аномалия похожа на остов огромной лодки. Расположена она на юго-западной стороне горы Арарат на высоте около 4420 метров, примерно в 2 километрах к западу от вершины горы по горизонтали. По библейским данным, длина ковчега составляла около 180 метров, ширина примерно 27 метров. Соотношение длины и ширины 6:1. Такие же пропорции демонстрирует и заснятая со спутников аномалия. Турецкие ученые в прошлом году набрали несколько десятков образцов в районе аномалии, то есть, как они считали, вокруг, да около Ноева ковчега, проанализировали их и теперь уверяют, что образцы содержат глинистые и морские материалы, а также морепродукты. Им примерно 5500 лет. Об этом со слов руководителя научного коллектива профессора Фарука Кая сообщают сайт Arcane и британская Daily Mail. Ход мыслей ученых-энтузиастов такой: морская вода, поднявшаяся до отметки как минимум 4420 метров, скорее всего свидетельствует о том, что потоп был. Значит, и остальным сведениям, конкретно о нем, указанным в Библии, можно верить. То есть, идея о том, что Араратская аномалия, скорее всего, представляет собой то самое место, к которому причалил Ной, совсем не полоумная. Гипотезу, кстати, косвенно подтверждают слова авторитетного ученого, известного ковчеговеда Порчера Тейлор, профессора Ричмондского университета. В 2001 году он сообщил в интервью «Комсомольской правде», что в июле 1955 года французский промышленник и исследователь Фернанд Навара нашел метровый кусок обработанного руками человека окаменевшего дерева всего в нескольких метрах от Араратской аномалии. Скептики, конечно, сомневаются в турецких открытиях. Тем более, что Ноев ковчег несколько раз находили в разных местах. Правда, все на той же горе Арарат. В 1959 году турецкий летчик некто лейтенант Куртис якобы тоже видел с самолета останки какого-то огромного корабля на склоне Арарата. Только находились они примерно в 20 километрах от Араратской аномалии и на 2000 метров ниже. Это, кстати, дает повод некоторым горячим головам предполагать, что ковчегов было 2, это как минимум. И за стариной Ноем увязался кто-то еще. В 1939 году в американском журнале New Eden появилось интервью с бывшим летчиком царской армии, лейтенантом Владимиром Росковицким. Он уверял, что обнаружил ковчег в 1916 году во время разведывательного полета. Доложил царю. Николай II снарядил экспедицию, 150 человек. За 2 недели они добрались до ковчега. По словам Росковицкого, корабль походил на гигантскую баржу и на товарный вагон одновременно. Внутри было множество комнат больших и маленьких. Причем маленькие были затянуты металлической сеткой. Увы, отчеты об экспедиции и фото сгинули во время революции. Понять, к какому месту относятся наблюдения, невозможно. Но явно, что это не Араратская аномалия. Писатель Чарльз Берлиц в своей книге «Потерянный корабль Ноя» приводит свидетельство армянина Георгия Хагапьяна. Тот плел, что в 1905 году, будучи 8-летним мальчиком, влез на гору Арарат вместе с дедушкой. Нашел ковчег и побывал внутри. На верхней палубе увидел надстройку со множеством окон. Корпус ковчега был огромен и тверд, как камень. Тоже не похоже на то, о чем сейчас рассказывают турки. Всех превзошли китайские кинодокументалисты из группы под названием No Sark Ministries International, которая базируется в Гонконге. Они рассказывали, что добрались до останков ковчега в 2009 году. Якобы их провели тайными тропками курды. По словам китайцев, они видели довольно хорошо сохранившееся судно, обледеневшую деревянную платформу с фрагментами стен по краям, которая напоминала остатки огромной деревянной коробки, несколько отсеков, отгороженных деревянными балками. Место,
в котором обнаружился китайский ковчег, находилась в 18 километрах от Араратской аномалии. Словом, дело темное. Насколько серьезно недавнее турецкое открытие, покажет время. Исследования аномалии, которая и в самом деле выглядит странно, продолжаются. Доказав, что Ной 5500 лет назад пришвартовался на территории нынешней Турции, придется разгадывать другие загадки. Откуда на Земле взялось столько воды, чтобы ею залило аж по самый Арарат? И куда эта вода потом делась? Гипотезы есть весьма убедительные, но оптимизма они не внушают. Подробности далее в нашем видео. 7. Земля копит воду для нового всемирного потопа. Открытие ученых. Океаны утекают сквозь Марианскую впадину куда-то в недра. Результаты исследования, проведенного учеными из Вашингтонского университета, шокировали их самих. Выяснилось, что Марианская впадина, глубочайшее место на Земле, работает эдаким сливным отверстием. Вода утекает туда кубическими километрами. Марианскую впадину или Марианский желоб, как ее еще называют, образовали тектонические плиты Тихоокеанская и Филиппинская. Одна словно бы подныривает под другую и увлекает с собой воду. Существование протечек в так называемых зонах субдукции секретом не являлось. По словам Чен Кая, руководившего исследованиями, неизвестно было другое, объемы просачивающейся в недра воды. Ученые воспользовались данными, собранными с помощью сейсмографов, несколько десятков которых установлено вокруг Марианской впадины. Проанализировали характер прохождения сейсмических волн, порожденных землетрясениями, и пришли к выводу, что на большой глубине их тормозят слои, насыщенные водой, той, которая утекает через, так сказать, прохудившуюся впадину. Кай с коллегами опубликовали результаты своего исследования в журнале Nature. В статье под названием «Приток воды в Марианскую зону субдукции оценен по данным сейсморазведки дна океана», они подчеркнули, воды в недра просачивается в 4,3 раза больше, чем можно было представить. Порталу Life Science Sky сообщил, что за миллион лет только через, так сказать, сливное отверстие Марианской впадины утекают 3 миллиарда тераграмм океанской воды. Зная, что тераграмм – это миллион тонн, нетрудно подсчитать, что за год просачиваются 3 кубических километра. А таких протечек может быть несколько. Куда сливается вода? Вполне вероятно, что она пополняет подземные океаны. О том, что они существуют, не так давно заявили ученые все того же Вашингтонского университета Майкл Вайсешн, профессор сейсмологии Вашингтонского университета, и его студент-дипломник Джесси Лоуренс, ныне работающий в Калифорнийском университете в Сан-Диего. И они сделали свое открытие благодаря сейсмическим наблюдениям. Майкл и Джесси изучили 600 тысяч сейсмограмм. Результаты их обработки продемонстрировали, что по крайней мере в 2 местах, под восточной частью континента Евразия и под Северной Америкой, располагаются огромные резервуары воды. Об этом свидетельствовала картина затухания продольных сейсмических волн, которая была характерна именно для воды. Ученые составили трехмерную модель прозондированных недр. И уверяют, воды там скопилось не меньше, чем в Северном Ледовитом океане. Так не она ли временами выходит на поверхность? Как в прошлый раз, когда случился всемирный потоп, описание которого имеется в Библии. Многие ученые верят, что библейский потоп был на самом деле. Мол, на материках имеются многочисленные следы затопления, а озера с соленой морской водой, разбросанные по суше и удаленные на тысячи километров от береговой линии, это вообще, как полагают, остатки того потопа. Но откуда на Земле взялась вода для глобального затопления? Столь катастрофического, что старина Ной причалил на своем ковчеге к вершине горы Арарат. В океан мог упасть астероид или комета, которые вызвали колоссальное цунами. Или похолодало так, что лед перекрыл реки, вытеснил оставшуюся в океанах воду, уровень которой катастрофически поднялся. А некоторые даже доказывают, что сместилась ось планеты, и от этого по суше прошелся водяной вал высотой в несколько километров. На фоне столь фантастических гипотез версия о том,
что вода для всемирного потопа взялась из недр Земли, выглядит наиболее правдоподобной. Тем более, что она там и в самом деле нашлась. Возможно, тектонические процессы и прочие подвижки в коре и мантии планеты периодически выдавливают глубины и океаны. Они изливаются на поверхности, тем самым, говоря научным языком, увеличивают объем земной гидросферы. Ко всему прочему, вода, скопившаяся в нагретых недрах, может вырваться и сама по себе, под давлением, превратившись в пар, как из лопнувшего котла. Горячий водяной пар может извергнуть и какой-нибудь супервулкан. Совсем не исключено, что в библейском потопе сошлись два чудовищных процесса. Вода, излившаяся из недр со дна, подняла уровень мирового океана, а та, что изверглась в виде пара, попала в атмосферу, сконденсировалась и хлынула ливнем на 40 дней и 40 ночей. Вот и получился всемирный потоп. А потом воду засосало обратно внутрь, через ту же Марианскую впадину и другие зоны субдукции. Существование глубинной воды наводит на мысль, что потоп может повториться. Причем так, что и Арарата видно не будет. Вайсешн пугает, что ниже обнаруженных им океанов, в тех областях земной мантии, которые еще не обследованы, тоже есть вода. Очень много воды. Ее объем, по оценкам профессора, может в 5 раз превышать емкость всех наружных океанов. Но пока, так сказать, сливное отверстие работает нам во благо. В недра уходит часть талой воды из ледников Антарктиды и Гренландии, образующейся в результате глобального потепления. Поэтому уровень мирового океана поднимается не столь быстро. Земля щадит нас, спасает от затопления, или все-таки копит воду, чтобы утопить. 8. Человек-ящерица из болота Скейпор. История о светящихся красных глазах. В 1988 году Бишопвиль мгновенно стал туристической достопримечательностью, когда из болота, расположенного неподалеку от города, распространились новости о существе, наполовину ящерицы, наполовину человеки. В этом районе произошло множество необъяснимых наблюдений и необычных событий. Человек-ящерица из болота Скейпор, или широко известный как человек-ящерица из округа Ли, существо, обитающее в болотистой местности округа Ли, штат Южная Каролина, США. Впервые о нем заговорили в конце 1980-х годов, и предполагаемые случаи обнаружения этого существа и приписываемый ему ущерб привлекли огромное внимание всей страны. 14 июля 1988 года офис шерифа округа Ли расследовал сообщение о повреждении автомобиля, припаркованного на ночь у одного из домов в районе Браунтаун, за пределами Бишопвилля, штат Южная Каролина, на краю болота Скейпор. На машине были обнаружены следы зубов и царапины, а также волосы и грязные следы. Шериф Листон Трюсдейл отметил, что это послужило началом для различных заявлений, которые в итоге вылились в историю о человеке-ящерице в болотистой местности округа Ли. Услышав сообщение о повреждении автомобиля, 17-летний местный житель Кристофер Дэвис сообщил шерифу, что за 2 недели до этого его машину повредило существо, которое он описал как зеленое, мокрое, ростом около 2 метров, с 3 пальцами, красными глазами, кожей как у ящерицы, змееподобной чешуей. По словам Дэвиса, он ехал домой после ночной смены в ресторане быстрого питания, когда у его машины спустило колесо. Починив ее, он увидел существо, идущее к нему. Вот как Дэвис описал свою встречу газете «Хьюстон Кроникл» после того, как эта история получила национальный резонанс. «Я побежал в машину, и когда закрывал ее, тварь схватилась за ручку двери. Я видел его от шеи вниз, 3 больших пальца, длинные черные ногти и зеленая грубая кожа. Оно было сильным и злым. Я посмотрел в зеркало и увидел бегущее зеленое пятно. Я видел пальцы его ног, а потом он запрыгнул на крышу моей машины. Мне показалось, что я услышал хрюканье, а затем через лобовое стекло я увидел его пальцы, которые обвились вокруг крыши. Я прибавил скорость и свернул, чтобы стряхнуть существо. Дэвис нажал на тормоза, в результате чего существо скатилось с машины, и у него появилось достаточно времени, чтобы спастись.
Люди стали называть странное существо человеком-ящерицей. Увеличение количества сообщений о человеке-ящерице в газетах и средствах массовой информации вызвало новые сообщения о наблюдениях, и вскоре эта местность стала привлекать туристов и охотников. Местная радиостанция ВКОС предложила награду в $1 миллион тому, кто сможет поймать это существо живым. 5 августа Кеннет Ор, летчик, служивший на базе ВВС Шоу, подал заявление в полицию, утверждая, что встретил человека-ящерицу на шоссе 15, выстрелил в него и ранил. В качестве доказательств он предъявил несколько чешуек и небольшое количество крови. Однако через 2 дня Ор отказался от своих показаний, когда ему предъявили обвинение в незаконном ношении пистолета и подаче ложного заявления в полицию. По словам Ора, он сфабриковал это наблюдение, чтобы не допустить распространения истории о человеке-ящерице. В конце лета количество сообщений о существе постепенно сократилось. Местные правоохранительные органы предположили, что, скорее всего, причиной было появление медведя. В 2008 году легенда о человеке-ящерице была упомянута в новостях о паре из Бишопвилля, штат Южная Каролина, которая сообщила о повреждениях своего автомобиля, включая следы крови. По результатам расследования было установлено, что следы крови принадлежат домашней собаке, хотя местный шериф предположил, что это мог быть койот или волк. К сожалению, самого популярного персонажа легенды о человеке-ящерице Кристофера Дэвиса больше нет в живых, чтобы рассказать нам эту историю. Он был убит в своем доме в 2009 году. В своей основополагающей криптозоологической книге 2013 года «Человек-ящерица. Правдивая история бишопвильского чудовища» автор Лайл Блэкберн упоминает, что еще несколько свидетелей человека-ящерицы умерли от неестественных причин, что он называет своеобразной моделью смерти всех, кто видел человека-ящерицу. 9. Встречался ли Александр Македонский с драконом в Индии? Во время вторжения в Индию в 330 году до нашей эры Александр Македонский и его армия стали свидетелями того, как в пещере жил огромный шипящий дракон. Александр Македонский был царем древнегреческого царства Македония в IV веке до нашей эры. Он больше всего запомнился своей колоссальной военной кампанией, которая продолжалась почти все его царствование и привела к созданию одной из крупнейших империй древнего мира. Непобедимая в сражениях, империя Александра в конечном итоге простиралась от Греции до северо-западной Индии и северо-восточной Африки. Во время своего военного похода через Азию и Африку Александр Македонский стал свидетелем и даже организатором многих великих и ужасных событий. Падение городов и царств, истребление целых народов и даже, если верить сообщениям, дракона в 330 году до нашей эры. После того, как Александр Македонский вторгся в Индию, он привез сообщение о том, что видел огромного шипящего дракона, живущего в пещере, которому люди поклонялись как богу. Один из лейтенантов Александра Македонского по имени Анисикрит утверждал, что индийский царь Абисар держал змей длиной от 36 до 64 метров. Последующие греческие правители, как говорят, привозили драконов живыми из Эфиопии. Когда Александр привел в смятение некоторые районы Индии и завладел другими, он встретил среди многих других животных змею, которая жила в пещере и считалась священной у индийцев, которые оказывали ей большое и суеверное почтение. Соответственно, индейцы всеми силами умоляли Александра разрешить никому не нападать на змея, и он уступил их желанию. Когда армия проходила мимо пещеры и подняла шум, змей сразу же узнал об этом. У него, как вы знаете, самый острый слух и самое острое зрение из всех животных. Говорят, что зверь высунул голову из пещеры и шипел и фыркал так яростно, что все были в ужасе и смятении. И, конечно же, судя по описанию Аэлиана, это существо должно было внушать ужас. Одна только видимая часть змеи, как сообщается, измерялась 70 локтями, что примерно равно 32 метрам в длину. Остальная часть его огромного тела оставалась внутри пещеры.
Во всяком случае говорят, что его глаза были размером с большой круглый македонский щит. Самая длинная в мире ядовитая змея, королевская кобра, одно из таких животных, обитающих в лесах Индии. Взрослые змеи могут достигать в длину от 3 до 5 метров. Хотя эта длина может навести страх на любого человека, она не так велика, как гигантская змея, с которой столкнулся Александр и его люди. Итак, с чем же столкнулся древний царь во время своего похода в Индию? Видел ли он дракона? 10. Кеты – самый загадочный народ Сибири. Кто они такие и почему внезапно решили переселиться на крайний север? Кеты – это один из самых малочисленных народов Сибири, проживающий преимущественно на территории Красноярского края России. По данным переписи 2021 года, их насчитывается всего 1088 человек, что делает их одним из самых редких коренных народов региона. Наибольшая численность кетов была зафиксирована в 2002 году, когда их было 1494 человека. Ранее русские называли этих людей енисейскими остяками, выделяя их среди других коренных народов, таких как ханты и манси. Исследования, проводившиеся в начале XX века, предполагают, что кеты могли иметь большую долю европеоидной крови по сравнению с соседними сибирскими народами, такими как тунгусы или ханты. Однако эти теории не получили научного подтверждения, и впоследствии ученые признали кетов как отдельный этнос, относящийся к большой монголоидной расе. Западная Сибирь, где живут кеты, всегда была местом, где люди занимались охотой и рыболовством в тесном взаимодействии с природой. Это особое отношение к окружающему миру отражается в их культуре, традициях и обрядах. Кеты являются представителями одного из самых уникальных малых народов России. Их культура и образ жизни наполнены загадками. Один из самых удивительных аспектов кетской культуры – это их язык, который не имеет родства с другими языками региона. Это делает их культуру еще более самобытной и уникальной. Сегодня численность кетов составляет меньше 1000 человек, что делает этот народ еще более уязвимым. Как и другие народы Сибири, кеты верят, что мир вокруг них живой и одушевленный. Несмотря на усилия миссионеров Русской Православной Церкви в XVIII-XIX веках, которые пытались изменить эти взгляды, кеты сохраняют свои древние верования, передавая их из поколения в поколение. Природа Сибири, в которой живут кеты, сурова и одновременно невероятно красива. Местные жители продолжают сохранять уважение к природе, которое они унаследовали от своих предков. Эти ценности, передаваемые из поколения в поколение, остаются основой их жизни и мировоззрения. Поселения кетов расположены вдоль реки Енисей, в основном в ее среднем и нижнем течении. Их история утратила многие страницы, и сегодня доступно только немало преданий, которые объясняют, как предки кетов пришли в Сибирь. Эти предания рассказывают о том, как, преодолевая горные хребты, кеты в поисках лучшей жизни оказались на этих землях, встречая на своем пути загадочных существ Тестади. В отличие от многих других народов Сибири, кеты не занимались оленеводством, предпочитая охоту на диких животных, таких как олени и лоси. Эти животные обеспечивали их не только мясом, но и шкурами, которые использовались для утепления жилища и изготовления одежды. Охота на пушных зверей, таких как белки, горностаи и колонки, была также важной частью их жизни. Шкурки этих зверей кеты использовали для обмена на соль, чай и табак. Особенностью кетской охоты является ее коллективный характер. Несмотря на это, всегда первенство принадлежало опытному охотнику, который первым отправлялся в лес и после возвращения собирал всех для обсуждения дальнейших действий. Если решение было принято положительно, все мужчины отправлялись на совместную охоту. Но вот необычная традиция – тушу убитого зверя в деревню приносили исключительно женщины, которые затем разделывали ее. В качестве оружия кеты долгое время использовали луки и стрелы. Они мастерски владели этим оружием, которое имело наконечники, смазанные протухшим рыбьим жиром, что обеспечивало смертельный эффект даже при неполном попадании.
Эти луки были известны на протяжении многих лет, и соседние народы уважали их мастерство. Река Енисей играла центральную роль в жизни кетов. Их путешествия часто измерялись не в километрах, а в реках. Люди спрашивали друг друга: «На какой реке ты живешь?» или «Сколько рек пройти, чтобы добраться до твоего поселения?» В их культуре реки разделялись на верховья, где обитали добрые духи, и низовья, которые ассоциировались с злыми силами. У кетов существовало множество различных методов для ловли рыбы. Одним из самых характерных способов были крючковые снасти, которые они называли мордами. Помимо этого, кетские рыбаки использовали такие инструменты, как неводы и остроги. Для передвижения по водным просторам они предпочитали большие деревянные лодки, известные как илимки. Эти лодки могли достигать до 15 метров в длину и часто использовались как передвижные дома в летнее время. Они оснащались берестяными шалашами и мачтами для парусов, а если не было ветра, то лодки двигались вдоль берега, их тянули люди или собаки. Весельные лодки были меньше и применялись только для переправ через реки. С раннего детства мальчики-кеты обучались искусству строительства лодок. Сначала они строили маленькие так называемые веточки, которые выдалбывались из цельного ствола дерева под руководством более опытных мастеров, обычно своих отцов. Что касается питания, кеты были довольно простыми в своих пищевых привычках. Когда охота не приносила результатов, они довольствовались лепешками, которые пеклись прямо в зале. Муку они обычно получали от русских поселенцев, обменяв шкурки зверей, которых с выгодой продавали. В случае неудачи с рыбалкой или охотой, они могли поесть беличье мясо. Растения не играли значительную роль в их рационе, за исключением морожки, которую варили в рыбьем жире. Одежда кетов была практичной и не отличалась разнообразием. Мужчины носили длинные распашные халаты и штаны, а на ноги натягивали шерстяные чулки и кожаные туфли. Женская одежда по дизайну была схожа с мужской, но отличалась яркостью тканей и наличием вышивок. В зимний период женщины носили шубы из заячьего меха, которые подпоясывали кушаком с узорчатым рисунком. Костюм кетов был вполне уникален для Сибири, отличаясь от традиционной одежды других народов. Важным элементом кетской культуры были праздники, на которых всегда выступал местный сказитель. Этот человек рассказывал о древних героях, животных и мифических существах, борющихся за добро и справедливость. Одним из таких героев был Больне, чье имя переводилось как «черемуховая палица». Он был известен своей черемуховой дубинкой, с помощью которой прогонял врагов. Некоторые ученые считают, что черемуха для кетов была священным деревом, а сам Больне своего рода мифическим богатырем, как Илья Муромец в русских былинах. Термин «кеты» был введен лишь в 1920-е годы. До этого их называли остяками или енисейскими остяками. Этот народ первоначально жил на юге Сибири, но с 9 по 13 века по каким-то причинам начал движение на север, где взаимодействовал с такими народами, как ханты, селькупы и венки. Это взаимодействие сыграло важную роль в формировании уникальной кетской культуры. В дальнейшем предки кетов проникли еще дальше на север, до рек Турухан и Курейка, а также до озера Мадуйское, где происходила ассимиляция энцев. Те же кеты, которые остались на юге, с 18 по 19 века, постепенно растворились среди соседних народов. Благодаря этому процессу в дальнейшем сформировались такие этнические группы, как хакассы, тувинцы, шорцы и северные алтайцы. В XVIII веке кеты официально приняли православие, но это не означало полного забвения их древней мифологии. Вера в старых богов и духов продолжала оказывать влияние на их повседневную жизнь. Например, небо и природные явления ассоциировались у кетов с верховным божеством по имени Есть, который был главной фигурой их пантеона. Ему противостояла Хасыдем, злая хозяйка севера, которая, по верованиям, отвечала за все несчастья, болезни, порчу и смерть. Среди других мифологических персонажей кеты верили в Тамем, хозяйку перелетных птиц, которая также играла важную роль в их миропонимании. Религиозные культы кетов
охватывали разнообразные аспекты жизни, включая почитание огня и духов стражей, которые охраняли семьи и территории. Некоторые культы были связаны с конкретными животными, например, медведем. Ловля медведя была важным ритуалом, поскольку считалось, что через это животное может прийти дух умершего родственника. Эти верования нашли отражение в богатом фольклоре, который давал объяснение множеству природных и геологических явлений. Так, каменный хребет на восточном берегу Енисея был связан с мифом о герое Альбе, который был превращен в камень после поражения от Хасэдем. В мифах также фигурировали другие значимые персонажи, такие как Кайгус, покровитель лесных животных, дарующий удачу в охоте, Келбесом злой обманщик и, конечно, Бальне богатырь, известный своей черемуховой дубинкой, с помощью которой он защищал свой народ. На этом я бы хотел закончить это видео с 10 тайнами мира, которые неизвестны многим. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Загадка бабочек Данаида Монарх. Бабочка-монарх мигрирует из США в Мексику и обратно каждый год. В течение года существует 4 полных поколения бабочек, которые живут и умирают во время путешествия. Вернувшись из Мексики, бабочка умудряется найти те же деревья, с которых начинала жизненный путь ее прародительница, несмотря на то, что никогда не бывало там. В настоящий момент у ученых нет однозначного мнения, как молодое поколение бабочек находит место, где обитали их родственники. Вот такими у нас получились 10 тайн мира, которые вряд ли будут разгаданы. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть в описании ролика и на экране вашего устройства. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я наверняка расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.